Когда женщина возвращается на работу после рождения ребенка, она замечает изменения в поведении мужа. Она прячет камеру в их доме, чтобы узнать, что он делает, когда остается наедине с ребенком. То, что она видит, повергает ее в шок с трясущимися руками. Стефани нажала кнопку воспроизведения на записи с камеры. Она придвинулась ближе к краю сиденья, чтобы внимательно рассмотреть то, что она видит. Когда ее осенило, слезы покатились по ее щекам. Образы сына и мужа врезались в ее память. Возвращаясь домой в тот вечер, она знала, что ей предстоит очень трудный разговор со своим мужем Сэмом. Она ехала немного медленнее, чем обычно, пытаясь осмыслить, что она скажет ему. Она вспомнила записи с камер, которые ранее смотрела, и внезапно стало ясно, что она должна делать. Однако это не означало, что будет легче, и подумать только, что они всегда были великолепны в общении. Их история любви была прекрасным примером. Стефани и Сэм познакомились в колледже, и с тех пор они были неразлучны. Вскоре после окончания учебы пара поженилась и начала строить совместную жизнь. В течение следующих нескольких лет они сосредоточились на обустройстве дома и достижении успехов в своих карьерах. Стефани поднялась по карьерной лестнице в крупной газетной компании, а Сэм запустил свой собственный успешный бизнес, который позволял ему работать из дома. Так продолжалось несколько лет. Они наслаждались жизнью в паре и продвигались по карьерной лестнице. Вскоре, однако, стало очевидно, что они готовы попытаться создать семью. Они знали, что им будет трудно совмещать работу и семейную жизнь, но были готовы к этому вызову. После многих лет напряженной работы они оба почувствовали, что могут сделать небольшой шаг назад в своей карьере, не отказываясь полностью от нее. Замедление позволяло им растить ребенка в обстановке без стресса и проводить больше времени вместе всей семьей. Они были очень взволнованы этой следующей главой своей совместной жизни. Когда Стефани забеременела через несколько месяцев, они были на 7-м небе от счастья. Сэм был чрезвычайно внимателен к потребностям Стефани на протяжении всей беременности. Он следил за тем, чтобы в доме было чисто и аккуратно. Когда она приходила домой с работы, готовил все ее любимые блюда и всегда предлагал ей потереть плечи или ноги. Она не могла лгать. Сэм всегда был любящим, но беременность сделала его еще более заботливым, и ей это очень нравилось. После гладкой беременности у Сэма и Стефани родился маленький мальчик по имени Ксавье. Она взглянула на своего мужа, держащего Ксавье на руках, и поняла, что он будет лучшим отцом в мире. Пара знала, что им очень повезло, и что они оба смогли провести первые несколько месяцев жизни Ксавье вместе, как семья из 3 человек. Стефани взяла отпуск по беременности и родам на несколько месяцев, и Сэм мог проводить много времени рядом, так как он работал из дома и мог выбирать свои собственные часы. Казалось, что семейная жизнь была естественной для них обоих, и Ксавье процветал в такой любящей среде. Прошли месяцы в этом счастливом пузыре, но вскоре Стефани обнаружила, что над ней нависла темная туча. Ее декретный отпуск скоро подходил к концу, и паре предстояло принять важные решения относительно своей карьеры и ухода за ребенком. Стефани любила свою работу и гордилась тем, как далеко она продвинулась в своей карьере, поэтому не хотела ее бросать. Но она также не хотела упускать важные моменты с сыном. Пара села и начала обсуждать различные сценарии и то, как все будет работать для их семьи. В конце концов, они придумали план, который устроил их обоих. Стефани вернется к работе, но на неполный рабочий день, в то время как Сэм станет основным опекуном Ксавье. Поскольку Стефани будет работать меньше часов, Сэм сможет продолжать развивать свой бизнес, когда она будет дома, а Ксавье будет спать. Это казалось идеальным решением, которое позволило бы им обоим продолжать работу над карьерой, которую они любили, и одновременно дать своему сыну лучшую жизнь. Настал день, когда Стефани должна была вернуться на работу, и ей стало гораздо труднее расстаться с Сэмом и Ксавье, чем она ожидала. Она рассказала Сэму о своих чувствах,
но он заверил ее, что они делают все возможное для своей семьи. Он пообещал, что будет каждый день сообщать ей о том, чем они занимаются, пока она на работе, и напомнил ей, что, работая меньше часов, у нее все еще есть много возможностей создавать замечательные воспоминания с их сыном. Первые несколько недель казались, что все идет именно так, как они планировали. Стефани возвращалась домой с работы, а Сэм встречал ее с улыбкой. Пока она проводила немного времени со своим сыном, он работал в своем домашнем офисе. Когда Ксавье ложился спать, пара проводила время вместе за едой и бокалом вина. Стефани была в восторге от того, насколько все было идеально. Казалось, что у них все получилось, и маленький Ксавье был таким же счастливым, как всегда. Однако через некоторое время Стефани начала замечать изменения в Сэме, когда возвращалась домой с работы. Он коротко приветствовал ее и затем исчезал в своем кабинете. Вечера, когда пара встречалась друг с другом, стали все реже происходить, и любой разговор инициировала только Стефани. Вместо того, чтобы есть вместе, Сэм проводил долгие часы в своем офисе или ложился спать один. Стефани не могла понять, что именно вызвало столь внезапное изменение в его поведении. Теперь, когда она думала об этом, ей стало странно, что когда она приходила домой, у них никогда не было разбросанных игрушек Ксавье. Сэм всегда любил поддерживать порядок в доме, но она ожидала хотя бы небольшого беспорядка после дня игр. Почему же казалось, что их сын никогда не оставлял игрушки разбросанными? По мере того, как странное поведение Сэма продолжалось, Стефани все больше беспокоилась о том, что происходит, пока она была на работе. Она боялась, что Сэм отдалился от их сына и что Ксавье не получает необходимой ему помощи. Но каждый раз, когда она высказывала свои сомнения, он отвечал, что все в порядке, а затем запирался в своем молчании. Желая получить ответы раз и навсегда, Стефани сделала единственное, что пришло ей в голову. Она установила скрытую камеру в гостиной. Она знала, что это неправильно, но ей нужны были ответы. Ей нужно было знать, что с ее сыном все хорошо, и что Сэм почти не разговаривал с ней. Она чувствовала, что не может доверять его правдивости, если прямо спросит, что он делал с Ксавье весь день. Опечаленная тем, что их отношения дошли до такого состояния, Стефани установила камеру так, чтобы охватить всю комнату. Она планировала, что запись будет длиться целый день, а на следующий день она возьмет отснятый материал с собой, чтобы посмотреть и понять, что происходит у них дома. Перед уходом на работу на следующий день Стефани взяла камеру и сунула ее в сумку. Ей нужно было просмотреть отснятый материал наедине, чтобы Сэм не узнал, что она это сделала. Трясущимися руками она подключила камеру к ноутбуку на работе и нервно ждала, пока видео загрузится. Когда на ее экране появилось уведомление о том, что запись готова к просмотру, ей стало плохо. Ее желудок сжался от мысли, что она увидит на видео. Она придвинулась ближе к краю сиденья, чтобы хорошо рассмотреть кадры, и нажала кнопку воспроизведения. Теперь она наконец узнает, чем занимается Сэм, когда остается наедине с ребенком. Просматривая весь день записи, слезы текли по щекам Стефани. Она не могла поверить тому, что видела. Когда вечером она подъехала к дому и еще обрабатывала изображение на экране, она почувствовала, что сердце у нее сжато. Когда Стефани вошла в дом, Сэм вел себя так же странно, как и в течение нескольких недель. Он пробормотал «привет» и повернулся к своему кабинету. Но Стефани схватила его за руку и сказала, чтобы он сел, потому что им нужно было поговорить. Все должно было измениться. Стефани сказала Сэму, что в последнее время она заметила огромные изменения в его поведении и что начала беспокоиться о том, как он и Ксавье проводят время вместе, пока ее нет рядом. Поэтому она установила скрытую камеру в гостиной. Она чувствовала себя невероятно виноватой за то, что снимала своего мужа, и выражение предательства на лице Сэма не облегчало разговор. Она сказала ему, что посмотрела все кадры, которые она отсняла за предыдущий день, и была шокирована, увидев, что Сэм убрал все игрушки Ксавье.
не заботясь о том, сколько беспорядка было сделано, лишь бы маленький мальчик был счастлив. На кадрах скрытой камеры видно, как пара вместе строит игрушки, играет в бассейне с мячом и даже сочиняет музыку на клавиатуре Сэма. Они смеялись с утра до вечера. Повернувшись к нему, Стефани взяла его за руки и снова извинялась. Она рассказала Сэму, как плакала от любви и радости, наблюдая, как он готовит обед для их сына, а затем болтает с ним, пока маленький мальчик ест. Она рассказала ему, как смеялась вместе с парой, которая каталась по полу. Но самой трогательной частью видео было то, как Сэм учил своего сына убираться прямо перед тем, как мама возвращалась домой. Пара болтала и хихикала, когда игрушки убирали обратно в ящик, а мебель расставляли на свои места, чтобы Стефани не вернулась домой в хаосе. Сэм признался, что вложил всю свою энергию в то, чтобы каждый день был особенным для их сына, и что в конце каждого дня он чувствовал себя истощенным. Но затем ему пришлось приступить к работе. Ему нравилось веселиться с Ксавье, но он понял, что ему нужен лучший баланс с работой. Хотя было бы легко посадить сына перед телевизором, чтобы развлечь его, Сэм не хотел этого делать. Стефани не могла поверить, как сильно она ошибалась. Она всегда знала, что Сэм — отличный отец, и видео подтвердило, насколько он велик. Она позволяла беспокойству и отсутствию общения затмить свой рассудок. Стефани сказала Сэму, что хотела бы, чтобы он рассказал ей, как он устает. Пара быстро поняла, что все можно было бы решить с помощью более откровенного и честного общения. Они оба приложили усилия, чтобы заботиться о своем сыне, но при этом забыли друг о друге и о своих личных потребностях. Стефани и Сэм вместе сели и придумали план по перераспределению рабочей нагрузки Сэма. Этот план по-прежнему позволял бы ему весело проводить время со своим сыном, но, как они надеялись, делал бы его менее напряженным и истощенным в конце дня. Пара пообещала друг другу, что больше не окажется в подобной ситуации, и договорилась более откровенно говорить о своих чувствах. Со временем пара начала смотреть на записи скрытой камеры совершенно по-новому. Хотя Стефани все еще чувствовала себя виноватой за свои действия, она также была рада, что сделала это. Она стала свидетелем драгоценных моментов между сыном и Корбутатой и мужем, а разговор, который это вызвало, сблизил их. Сэм также перестал сердиться на Стефани за то, что она снимала его без его согласия. Эти кадры дали ему совершенно новый взгляд на то, насколько их сыну нравится проводить с ним время, и показали, что действительно важно в жизни. Пара решила загрузить отснятый материал в социальные сети, чтобы показать друзьям и семье милые моменты между отцом и сыном. Никто из них не ожидал, что видео станет вирусным. По мере распространения клипов по всему миру, Сэм получал сообщения любви и поддержки за то, каким замечательным отцом он был. Это был тот самый прилив уверенности, в котором он нуждался, чтобы работать над улучшением баланса между работой и личной жизнью. Новый план Стефани и Сэма вскоре сработал, и он почувствовал, как исчезает стресс. Он стал часами играть со своим сыном, убедившись, что тот также выделяет время для работы над своим бизнесом. Пара вернулась к тому, чтобы проводить вечера за болтовней и смехом, радуясь тому, что трудные разговоры были проведены и что они могут двигаться вперед вместе. Все хорошо, что хорошо кончается, и для них это было лучшее завершение. Теперь дело за вами. Как вы считаете, правильно ли поступала Стефани, тайно снимая своего мужа? Почему или почему нет? Мы будем рады услышать ваше мнение, поэтому, пожалуйста, оставьте комментарий ниже. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.